Резда ханом. Резда ханом. Знаете, какое мое самое любимое татарское блюдо? Беляши. Что были жареные в масле, чтобы тесто такое вот было пышное, и там внутри мясной фарш. В Татарстане мы называем перемечи. Перемящ. Да, перемеш, ит перемеши. А откуда тогда слово «балиш» вообще у нас взялось, а? Беляш делаем маленький и большой. Маленький беляш, она, кичкине беляш, вак беляш называется. Вак балиш. Вак беляш. А большой? Большой она, большой сковород. Большой мы делали, все, вспомнил. Большие, значит, большой зор балиш, это то, что готовится в сковородке, вот такой огромный пирог, там 5-6 килограммов. Это самое. Че стоим? Всё, Кого ждем? Кто-то еще должен прийти? Алло, давайте, будем делать тесто. Да. Скажите, пожалуйста, вот, значит, сегодня вы мне хотите приготовить вак балиш, да? Да. Маленький, да? Какое тесто туда пойдет у вас? Тесто- Что берете на тесто? Рассказывайте. Все по Тесто, очереди мне молоко, рассказывайте. вот 1 столовая ложка мы положим. А сколько там молоко было? Там Примерно 400 грамм. 400 грамм молока, 400 миллилитров. Да. По вкусу соль мы ложим обязательно. Слушайте, фарш как? Через мясорубку или ножом порезать? Только ножом. Мясорубкой она уже не вакбалеш будет, а перемяч будет. Перемячи делается только. У нас треугольники, и вакбалеш только делается... Все, на это я Да. умею резать фарш. Спасибо. Значит, нарезаем мелкими кубиками, полсантиметра, 1 сантиметр, правильно я говорю? Да. И мясо желательно взять, чтобы было пожирнее все-таки. А то Пожирнее. придется добавлять сливочное масло. О, татары, они такие. Если мясо не жирное, тогда сливочное масло добавляют. Вот Хорошо. ложку 2 я сметану ложу. Ну, конечно, будет вкусно. Да. Молоко налила, сметану налила, сейчас Да. яйца положит. А это масло топленое, зачем масло? Масло топленое обязательно тоже на тесто ложим, чтобы она была вкусная, такое рассыпчатое, такое вот камердеп тратырган. В общем, Слово камердеп тратырган, знаете, что это в такое? общем, кушай, переводится так: кушай, пей, не жалей, поправляйся пожирней. Да. 1 столовая ложка вот так я на глаз ложу, масло растительное положим и дрожжи. Если дрожжи, Сколько муки вы возьмете примерно на это тесто? Как думаете, сколько примерно хотя бы уйдет? Я понимаю, что каждый раз по-разному. где-то 600 грамм. Да? Да. Ну хорошо, вот это было рассчитано на 1 килограмм теста. Это было Вот- рассчитано на 1 килограмм теста. и Вот дрожжи. я чуть-чуть беру. Да. Дрожжи, часто, постоянно, сколько грамм дрожжей? Каких дрожжей? Вот даже в пакетиках вот эти сухие дрожжи, они бывают разные. Каждый раз берите пакетик и читайте, что там написано. Там написано на 2 килограмма муки или на 1 килограмм муки, да? Вот, соответственно, на столько количество дрожжей берете. А вот эти дрожжи такие живые, вот то, что в пачках продают, да, то как в виде кусочка теста, его, надо разумеется, включить. Нам надо включить. включить. Да. Хорошо. Вот так и вот так. Все, у нас сейчас потихонечку она смешается. Очень вкусный у нас оладыш савак белиш будет. Тем более вы мясо режете так красиво. У нас рис отварной уже, рис отварили. У нас сегодня вакбелиш с рисом, с мясом будет. Скажите, пожалуйста, вот эта начинка для вак-балиша, а нельзя на картошку положить вместо риса, например, не знаю? Если картошку мы туда положим, это будет у нас эш-пешмак. Очень-очень. Эш-пешмак она будет у нас. Міне, бисмиллахи-рахман-рахим. Экремина анастибис. Вот так. Я уже начала по-татарски говорить. Муку Говорите, добавляем. говорите. Муку Я щас уже начал добавляем. понимать по-татарски. Знаете, на самом деле, конечно, я слышал татарскую речь с детства, потому что в Фергане, где я родился и долгое время жил, было очень много татар. И татары были, у нас две разновидности татар были. Были татары казанские, были татары крымские. Да, есть такое, да. Они разговаривают на разных языках, но оба языка похожи друг на друга и похожи на узбекский язык, поэтому для меня татарский язык звучит почти что как родная речь. Я всегда люблю руками размешивать тесто, потому что консистенции знаешь, сколько муки туда уходит, какая-то твоя Ну, а энергетика вы туда. чуть-чуть размешаете, а потом возьмете сюда и будете дальше руками мешать. Да. Как будто я что-то Энергетика твоя запретил. заходит, прям чувствуешь тесто руками. Знаете, у меня друзья есть,
Давным-давно в молодости еще, значит, я им посоветовал купить автоматическую стиральную машину. А потом, значит, жена этого моего друга звонит и плачет, говорит, забери эту стиральную машину. Я говорю, как так? Он говорит, я туда положил, и потом ее, это белье потрогать даже руками не могу, ничего сделать не могу. А зачем ее трогать? Она стирает и стирает. А как? Говорит, я хочу вот так вот потереть. Не знаю, раньше как жили. И мясорубка не было, тяпками родители делали. Ручная мясорубка была. Сейчас ведь на кухне, Аллаха шикар, все есть. И Поэтому раньше люди кушали и не поправлялись, потому что, чтобы покушать, энергия нужно было расходовать еще больше, чем получишь от еды. А вот еще скажите, пожалуйста, я сегодня режу баранину на вак-балиш. А какое мясо преимущественно используется для вак-балиш в Татарстане, когда люди готовят? его и из говядины тоже делают, но раньше делали только с бараниной. А сейчас используют и с уткой делают, и с гусями делают. У кого что в холодильнике есть. То есть как-то вкусы у населения изменились, да, немножко? Да, но баранины, она уж совсем другая. Она очень получается вкусной, сочной. Тем более вот сегодня какой Как жир баранина, есть. смотри, какая Да, жирненькая, и хорошая, жирненькое вкусная. такое, и мясо на все. Прямо и красиво Молоденький. режете. У нас тесто почти готово. Сейчас мы в конце добавляем еще масло. Ага, горяченькое масло. Да, Я тоже да, так всегда да. делаю. Такое тесто у нас получилось. Жирное, текучее. Хорошее. Сейчас на минут 30 мы ее оставляем, пока фарш будем готовить. Она у нас поднимется. Нормальное тесто получилось? Тесто замечательное получилось. Аллах шикар. Хорошо, мне осталось только лук порезать. Ну, как там у вас тесто? Интересно мне посмотреть. Сейчас мы посмотрим. У меня ведь Субханаллах поднялся О, тесто. там еще снизу. Да, да, да. О, как поднялось. Полная чашка стала. Видели, было сколько? Вот полная чашка стала. Я пока что, если можно, посолю фарш, приправлю его и смешаю с рисом. Да. Хорошо? Здесь было грамм, наверное, 700-800 мяса, вот так. И грамм 300 лука. На глаз, разумеется. Поэтому я соль сыплю неполную столовую ложку. И уж, конечно, без верха. Больше соли не надо. Хотя, нет. Будет же рис. Да. Перец еще маслотопленый будет. Здесь Здесь все будет еще, да. такое жирное мясо. Рис насыпаю. Но давайте я не буду насыпать весь рис сразу. Перемешаем, посмотрим, Да. как у нас, какой вид фарша получается. Может быть, этого достаточно, может быть, этого хватит. Я тесто примерно вот так руками беру. Где-то 50 грамм она получается. У нас же вак-белиш сегодня. Вак будет. А фарш сколько будете класть? Фарш буду класть 100, где-то 60-70 грамм. Резда ханом. Я ошибку сделал. Я фарш резал, мясо резал. Думал, что у нас вак-балиш будет вот такие. Чтобы одну штуку съел, и все, и норма. И поэтому мясо порезал чуть покрупнее, как-то крупные изделия. Может быть, по 70 грамм будете делать для мальчиков. Хорошо, сделаем сейчас. Посмотрите, как вот Еще надо рис добавить. Да. рис еще надо добавить? Да, да, еще надо риса Это добавить. плов получится. Получится плов внутри кусочка теста. Я за. Давайте морковку добавим, еще чеснок добавим, перец добавим. нет, Будет плов. Нет. В вак-балише морковка, чеснок не идет, только... Я шучу. На самом деле все вот эти сочетания, мясо, лук, рис и так далее, они же присутствуют в очень многих кухнях, в очень многих блюдах. Понимаете, вот мясо, лук и тесто. А сколько блюд из этого можно приготовить? Перемяч можно приготовить, вак-балиш можно приготовить, чебуреки можно приготовить, большие пироги можно приготовить, пельмени можно манты. Понимаете, национальные кухни наших народов – это бесконечная тема. Да. Никогда не закончится. Вак-балиш у нас, это будет у нас дно. Не дно уж такое, а сверху у нас еще такая шляпа будет маленькая. Мы еще сделаем вот такой маленький. Где-то около 10 грамм я еще буду резать тесто. На каждый вак-балиш Да. будет идти 2 кусочка теста? Один. Ну, вот один идет вот такой большой, а потом сверху вот так мы закрываем балиша маленькой тестой. Понятно? Перчику дам.
Как следует Обязательно. насыплю. Чтобы Перчик. вкусно было. Да, перчик надо побольше. Вот такие я кругляшки делаю. И ее крутить не надо. Она уже готова. Масло поливаю? Обязательно. Все, масла хватит. У нас баранины жирные. Сейчас мы будем тесто раскатывать. Ну, вы раскатываете, а я буду раскладывать фарш. Сколько ложек фарша на одну вак-балиш? Давайте с 2 ложками попробуйте, а потом посмотрим. Может, еще чуть-чуть риса добавим? Мне кажется, тут одна у нас мясо. Мясо есть, могу добавить. Давайте рис чуть-чуть добавим мы. Вот, все. Вот, Все, вот, хватит. Сестра, вот, ну хватит рис. вот. Один рис будет. Нет, рис. Много риса, да? Много риса. Как тот анекдот говорит, Зато говорит, вак-балиш- какая у тебя самса, говорит, один лук. Он говорит, почему, говоришь, один лук? Много лук. Ага. Нет, у нас и тут и лук есть, и мяса много. Еще масло налили. Да, еще масло налили обязательно. Как говорят, каша масло не портит. Еще? Еще. Сейчас я вам покажу, потом вы будете делать. Еще? Нет, хватит. Вот так собираем, чтобы узорчики остались. Вот так. Потом так делаем. И сверху кладем уже Пипочку. пипочку. Вот такая у нас красивый вак-белиш Вот сюда получается. поставьте. Да. Нашла. Аллаха тапшырдык. И вот так оставлю. пошли, да? И так и идем. Сейчас будем мы с вами делать. Очень вкусно получится лавырса. Тем более тут мужская рука. Когда мужчина готовит, она ведь очень вкусно получается. А Да? почему женщины, когда готовят, не так получается? Не знаю. Потому что женщины каждый день готовят для этого. Ай, бедненькая. Как устала, а? Целый день готовит. Каждая женщина, у которой есть из чего готовить каждый день, Да. должна благодарить своего мужа. И семья есть, и дети есть, когда рядом родители. Эби, бабай, девени, девети. Вот это большое счастье. Внуки, когда бегают, естественно, готовишь. Ну и понятно, чтобы красивый внешний вид был, стандартный прием: желточек, столовая ложечка молока и смазать поверхность вак-балиш, выпечки. И будет очень красиво, очень аппетитно. Все, можно нести в духовку. Да, на 180 градусов, где-то 30-35 минут. Спасибо большое. Ну, ждем 30 минут. Книга-видеобук составлена по лучшим рецептам моего канала на Ютубе. Все мои книги напечатаны с наивысшим качеством. Иллюстрации очень хорошие. А эта книга может стать пособием для создания семейного меню. Здесь рассказано именно о тех блюдах, заготовках, вареньях, десертах, которые не сходят с нашего стола круглый год. Для блюд марокканской кухни понадобятся те же самые продукты и специи, что есть и у нас. Но блюда и вкусы очень необычные, абсолютно новые. И про шашлык я могу рассказать столько нового, столько необычного, что вы будете удивлены. Да и в казане можно готовить не только плов. Казан – это настоящий рояль на кухне. Подробнейший самоучитель, как готовить в казане, как готовить вообще. Если вы все еще спорите о приготовлении плова, а кое-кто из ваших друзей знает единственный верный рецепт, открывайте эту книгу. Здесь десятки рецептов и подробнейшее кулинарное исследование. Книги можно заказать с автографом, за исключением вот этих малюток, потому что они на моющейся бумаге. Вот у нас маленькие вак-балиши готовые. Кичкене Маленькие-маленькие, зато вак-балишлер. смотрите, какие они аппетитные, какие они Золотистые, вкусненькие. да. Горячий. Ага. Пешре, а? Как будто сердце холодное. Сердце тоже горячее, поэтому Пешре, вид. мягкие такие, нежные такие внутри. Тесто супер. Тесто так пахнет на весь дом. Как там начинка получилась, мне даже интересно узнать. Ох. Начинка должна быть очень хорошей, потому что мясо вы готовили. Должна быть все.
на высшем уровне. Эта женщина со мной так любезничает. Я не знаю. Ну, видите, как красиво. Субханаллах, субханаллах. Бульончик вы для чего подали? Обычно в Акбелеш кушают с бульоном, подают на стол. А что, с чаем нельзя? Ну, кто хочет чаем, но основное уж она мясное, не сладкое, для Вот. этого с бульоном надо подавать. Приятно поговорить с умной женщиной. Именно с бульоном такие вещи покушаешь. Одну косушечку бульона, парочку вакбалиш и Бір пошел іздеп- на подвиги. Бір іш дүрт в Акбелеш. Дорогие ребята, дорогие друзья, от всей души желаем вам приятного аппетита. И по-татарски. Ашларыңыз там не болсын.